Маленький мальчик жалуется своей матери на зубную боль, и она ведет его к стоматологу. Но когда врач осматривает ребенка, он пугается и звонит в полицию. Дора сидела в своей скромной гостиной и смотрела телевизор, ожидая, когда она заберет своего сына Лукаса из школы. Ее внимание привлек репортаж об увеличении числа похищений детей. «За последнюю неделю бесследно исчезли 3 детей», — сообщил репортер. Ее сердце сжалось, когда она представила боль родителей этих пропавших детей. «Боже мой! Кто мог быть настолько жесток, чтобы забирать детей у их родителей?» — подумала она, не отрывая взгляда от экрана. Эта новость пробудила в Доре защитный инстинкт, присущий всем матерям, и ее охватило неподдельное беспокойство. Вот почему она решила прийти в школу пораньше, чтобы забрать сына. Придя в школу, женщина увидела, что нескольким маленьким детям оказывается стоматологическая помощь в рамках временной кампании, проводимой государственной школой. Атмосфера была оживленной, дети бегали вокруг, с любопытством наблюдая за процедурой. Это была попытка укрепить здоровье полости рта у маленьких детей. Дора испытала некоторое облегчение, увидев, что ее сын принимает участие в мероприятии вместе с другими одноклассниками. Лукас с сияющей улыбкой встал со стула и вышел из комнаты, когда увидел, что мама пришла за ним пораньше. «Привет, мам! Посмотри на мои зубы. Они все белые», — сказал Лукас. Женщина рассмеялась и обняла сына. Маленький мальчик также с гордостью сказал, что он не плакал во время приема. Дора, взволнованная счастьем своего малыша, улыбнулась и снова обняла его, готовая подарить ему счастливый день. Они решили отметить хорошее поведение Лукаса походом в кондитерскую. День был наполнен смехом, угощениями и особой связью между матерью и сыном. Когда они вернулись домой, маленький мальчик попросил разрешения поиграть во дворе, пока мама будет готовить ужин. Дора согласилась и занялась приготовлением еды на кухне. Затем восторженный мальчик побежал играть во дворе. Их дом был очень скромным, с низким забором. Они жили в бедном районе, и каждый мог видеть простоту жизни этой семьи. Однако спокойствие его игры было нарушено, когда мяч улетел за забор. Мальчик погрустнел, зная, что мама не отпустит его далеко, пока не увидит. Именно в этот подходящий момент появился мужчина. Это был незнакомец, который, казалось, появился из ниоткуда. Он поднял мяч и позвал Лукаса. Но мальчик, немного недоверчивый, сказал, что, как и любому ребенку, мама запретила ему выходить на улицу или разговаривать с незнакомцами. «Тогда я смогу стать твоим другом. Тогда я больше не буду чужим, верно? Идите сюда. Давай поиграем в мяч вместе. Что скажешь?» – предложил мужчина со зловещим выражением на лице. Маленький мальчик задумался, хотя и знал, что не сможет. Но он хотел вернуть свой мячик, и, боясь, что взрослый отнимет у него игрушку, Лукас уже собирался открыть забор, когда его мать инстинктивно выскочила из дома и закричала: «Лукас, немедленно вернись!». Это вызвало неожиданный поворот событий, так как незнакомец быстро отступил на несколько шагов и снова бросил мяч во двор. Затем он побежал, сел в свою машину и уехал, оставив Дору с неприятным чувством. Вернувшись домой, мать отругала мальчика, чтобы он больше не разговаривал с незнакомцами, а потом они поужинали. Все было хорошо. Однако с приближением вечера Лукас начал жаловаться на сильную зубную боль, постоянно выражая свой дискомфорт. Дора, с болью наблюдавшая за страданиями своего сына, пообещала разрешить ситуацию. На следующий день женщина приготовила все, чтобы отвезти маленького мальчика в школу, но с одним изменением. Вместо того, чтобы, как обычно, посадить Лукаса в школьный автобус, Дора, руководствуясь материнской интуицией, сама отвезла его туда. У нее была простая машина, предназначенная для экстренных случаев и поездок на рынок, поскольку у нее не хватало денег на бензин. Однако по дороге женщина заметила, что возле ее дома остановилась незнакомая машина, и ей стало не по себе.
Она даже подумала, что это была та же самая машина, которая быстро уехала днем ранее. Но потом она решила, что это просто совпадение. В конце концов, мать торопилась в школу. У ее сына усилилась зубная боль, которую нужно было вылечить. Как только они приехали, Дора сообщила директору о ситуации с Лукасом и попросила о приеме у школьного стоматолога. Однако она была удивлена, узнав, что врача больше нет. Предыдущий визит был частью временной кампании. Беспокойство матери возросло, когда она поняла, что нет никаких вариантов облегчить боль ее сына. Когда они обсуждали ситуацию с ее сыном, их прервало внезапное появление другой измученной матери, Кэрол, которая рыдала навзрыд. «Мою дочь, мою маленькую девочку похитили прошлой ночью», закричала Кэрол и упала на колени. На лице Доры отразились ужас и беспокойство, когда она, наконец, начала сопоставлять факты. В связи с известием об исчезновении маленькой девочки, в тот день в школе были приостановлены занятия, что вызвало напряженность и опасения. Дора вернулась домой со своим сыном, который был явно опечален отсутствием своего маленького друга. Его мать поговорила с ним, пытаясь облегчить боль, которую они оба испытывали, и в ее глазах читалась решимость защитить сына. Однако ее беспокойство усилилось, когда в этот момент она заметила машину, которая следовала за ними. У нее возникло подозрение. Что бы это могло быть? Лукас продолжал жаловаться на острую зубную боль, и его страдания усугубляли беспокойство Доры. Тогда отчаявшаяся мать решила потратить свои последние сбережения, чтобы отвезти его к частному стоматологу. В клинике мать корчилась от беспокойства. Чтобы отвлечься, женщина встала и подошла к огромному окну, чтобы полюбоваться прекрасным видом, который контрастировал с ее простой повседневной жизнью. Однако то, что она увидела, привело ее в ужас. Машина, та самая машина, которая была припаркована возле ее дома, машина, которую она считала простым совпадением, была подозрительно припаркована снаружи, и теперь Дора была уверена, что это связано. Отчаявшись, Дора вошла в кабинет стоматолога, решив забрать сына. Но то, что она увидела, привело ее в еще большее замешательство. Стоматолог, удерживающий мальчика одной рукой на стуле и кричащий в телефон: «Пожалуйста, немедленно вызовите полицию для этого мальчика». Мать в панике попыталась подойти к Лукасу, но мужчина, обеспокоенный ее безопасностью, остановил ее, попросив охранников задержать ее. «Отпустите моего сына. Я хочу забрать его». «Что, черт возьми, происходит?» – закричала Дора и увидела, что ее маленький мальчик сидит с испуганными глазами. Чтобы лучше объяснить, мы должны вернуться к событиям предыдущего дня, когда Дора смотрела репортаж о пропавших детях. Пока она была занята своими повседневными заботами, ее сын принимал участие в так называемой кампании по уходу за зубами в школе. Утром к школе подъехал фургон с людьми, одетыми в белое, по всей видимости, волонтерами, которые предложили свои услуги по обследованию детей. Учителя и персонал школы были в восторге от инициативы, считая, что они просто волонтеры, делающие что-то хорошее. В тот момент, когда Дору охватило мрачное предчувствие, она и представить себе не могла, что ее материнская забота спасет ее сына от зловещей участи. Решив забрать Лукаса из школы пораньше, она предотвратила похищение мальчика. Из-за постоянной боли в зубе Лукаса она решила отвезти его в частную клинику. Когда мальчик вошел в смотровой кабинет, он рассказал врачу все о своем визите к школьному дантисту и даже о том, как ходил в кондитерскую за угощением со своей матерью. Врач даже немного успокоил его, отпустив несколько беззаботных шуток. Однако этот приятный момент сменился напряженным ожиданием, когда мужчина после первичного анализа оказался парализован шокирующим открытием. Доктор, не в силах сдержать удивление, быстро достал свой мобильный телефон, попросил мальчика не вставать и начал срочно звонить в полицию. Тон разговора и выражение его лица свидетельствовали о том, что выяснилось нечто гораздо большее, чем простая зубная боль. Как только мать ворвалась в комнату и увидела эту сцену, у женщины случился шок.
но уже через несколько минут прибыла полиция, что создало напряженную атмосферу. «Кто-нибудь, пожалуйста, может объяснить, что здесь происходит?» – спросила Дора. Полицейские подняли мальчика и вынесли его из кабинета в свою машину, стоявшую на улице. Бедная мать была в ужасе, думая, что они забирают ее маленького сына. Но затем к ней обратился офицер, и тогда-то и открылась шокирующая правда. «Миссис Дора, мне жаль сообщать вам, но вашему сыну вживили микрочип в один из зубов. Он невольно превратился в маяк», — сказал офицер. Женщина была ошеломлена. Затем ей объяснили, что кто-то из участников волонтерской кампании в школе вставил мальчику чип с намерением похитить его позже. Дора осознала масштаб опасности и с криком подбежала к окну. На улице стояла та самая машина. «Это должно быть они. Они преследуют нас повсюду». Ее дрожащий голос отражал страх при мысли о том, что она может потерять своего малыша. Но бандиты быстро скрылись, как только увидели подъезжающие полицейские машины. Расследование продолжалось еще несколько минут, пока врачи извлекали зубной чип Лукаса и, наконец, смогли убедиться, что это была афера с похищением детей для последующей торговли. Микрочип использовался в качестве устройства слежения, позволяющего преступникам выявлять детей в уязвимые моменты. Дора была ошеломлена, почувствовав тяжесть в груди при мысли о том, что у нее могли отнять сына. Но это было далеко не все. Дора, движимая материнским инстинктом и памятью о страданиях матери Аманды, решила предпринять решительные действия для поимки преступников. Она рассказала все о подозрительной машине и трагической истории маленькой Аманды. Преисполненная непоколебимого мужества, она также предложила себя в качестве приманки для похитителей, разработав план, который может привести к поимке виновных. План был составлен в деталях, и женщина согласилась положить микрочип, который был в зубе ее сына, в автокресло. Лукас остался дома под защитой полицейских, в то время как его мать рисковала своей жизнью, чтобы спасти других. Она направилась в безлюдное место, где почти никто не проходил, следуя инструкциям офицеров. Вскоре она заметила, что за ней следует очень подозрительная машина. Это была не та машина, что обычно, но это определенно были те самые люди. И когда женщина наконец добралась до того места, она вышла из машины и громко и отчетливо произнесла, представляя, что Лукас внутри: «Подожди здесь, сынок. Мама сейчас вернется». Она отошла в сторону, оставалась там некоторое время. Похитителям этого было достаточно. Полагая, что в машине находится уязвимая жертва, они бросились за ней, однако судьба распорядилась иначе. Умелые и внимательные офицеры полиции застали преступников врасплох, прежде чем те смогли завершить свой план. Преступники пытались скрыться, но их быстро задержали. Так была раскрыта правда об их коварном плане. Они собирались похитить детей, и когда их наберется достаточно много, поместить их в контейнер и продать богатому человеку в другой стране. Властям, вооруженным информацией, полученной в результате поимки преступников, удалось найти и освободить всех остальных детей, включая Аманду, подругу маленького Лукаса. Дора и стоматолог были награждены за мужественный поступок, который предотвратил еще большую трагедию. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Доры? Рискнули бы поучаствовать в спасательной операции? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.